Добрый день, подписчики и зрители моего канала. Сегодняшнее видео будет про планетарные втулки SAX и SRAM 7-скоростные. И будет такая тема, что будет, если убрать колодки тормозные, и будет ли свободный ход у педалей. Идею для такого видео мне подкинул подписчик Дмитрий Васильевич. Вам огромный привет, спасибо за тему. В общем, прислал мне Дмитрий Васильевич на Viber сообщение и ссылку на сообщество Харьков Турист. И там есть статья за 2012 год, как люди экспериментировали с планетарками, сняли тормоза, то есть тормозные колодки, и какие из этого вышли проблемы. И также само там есть фотографии и описание, как эти проблемы устранить. И сел я это все почитал, подумал и решил снять видео на эту тему. Сейчас я потихонечку все буду рассказывать, показывать, и вы будете видеть и сможете сделать у себя на велосипеде свободный ход педалей, и будут у вас переключаться все скорости. Вот для начала я вам сейчас покажу, чем отличаются тормозные колодки в планетарках SRAM и SAX. Вот у нас две планетарки. Это планетарка SRAM, SAX это планетарка SRAM. На SRAM тормоза состоят из 3 колодочек. На SAX тормоза состоят вот цельная такая штука из 2 половинок. Также SAX отличается. Здесь стоит пружина, куда вставляется вот эта вот так вот колодка. Вот. На SRAM стоит вот такая пружина, и колодки ставятся по кругу. Так, 3 штуки. И сверху прижимаются рычагом. В общем, идея такая была: снять колодки и попробовать, что из этого получится. Сейчас я это потихонечку все буду вот так вот в сторону уберу и начну, наверное, с планетарки SRAM, то есть вот этой планетарки. Объясню, на ней это проще всего сделать. Значит, смотрите, вот этот вот механизм, где стоят у нас собачки. На нем проще, чем у него есть вот эта вот пружина. И вот эта вот пружина вставляется сюда в рычаг. И сейчас беру подшипник. Так вот одевается. И рычагом прижимает вот этот вот механизм. То есть механизм при торможении поднимается, его пружина отталкивает назад. Вот так вот. Раз, и отталкивает назад. В общем, такая вот проблема. Когда вы убираете колодки и вытягиваете вот этот вот механизм, у вас будет работать только 4, 5, 6 и 7 скорость. С 1, 2, 3 работать не будет. Это что на этой планетарке, что на этой планетарке. Сейчас объясню почему. Смотрите, я разрезал для того, чтобы показать, когда включаются вот эти вот собачки. Вот этот комплект собачек маленьких работает с 1, 2, 3 скоростью. Этот комплект собачек включается только после того, как мы включим 4 скорость. Сейчас они, вот этот вот комплект собачек, они прижаты в стакане. Они сейчас идут вот по вот этому вот ободку. Не по вот этим вот зубчикам, а по вот этому вот ободку. Вот сейчас они стоят в этом месте.
когда я переключу на 4-ю скорость, этот механизм уйдет сюда, собачки раскроются. То есть они уйдут с этого ободка, попадут в это вот место и раскроются. Вот так вот раскроются. Но это когда будет 4-я, 5-я, 6-я, 7-я скорость. И вот теперь, сейчас я включу. 1-я, 2-я, 3-я. И вот смотрите, 4-я. Все. Собачки ушли. 4-я скорость. Они идут вот здесь. Идут зацепления. Теперь такое дело. Мы снимаем колодки. Так вот. Мы сняли колодки, сняли вот этот вот механизм. 4-я, 5-я, 6-я, 7-я есть у нас скорость. Эти собачки работают. Но когда мы переключаемся 3-я, 2-я, этого механизма нет. Нечему зацепляться. Теперь смотрим дальше. Для того, чтобы этот механизм остался и не уходил у нас, так как здесь в сраме нас прижимает пружина, вот этот механизм, мы сняли колодки, пружина прижимает, то здесь пружины нет. Здесь стоит только такая пружина, на которой, ну, где держится вот этот вот механизм, сами вот эти вот колодки. Вот теперь смотрите, для планетарки Сакс я взял со своих запчастей, со старых втулок где-то нашел вот такую вот шайбочку, вот такую вот, и вот такую шайбу. Эту я даже сточил чуть-чуть на наждачке. И вот смотрите, убираем стопорное колечко, снимаем шайбочку, которая вот здесь. Вот она. Из-за того, что у нее... убираем пружину. Вот эта вот пружинка здесь стояла, которая раздвигает колодочки. Ее убираем. Здесь есть вот такой вот небольшой выступ. И как раз вот эта вот шайбочка с таким бортиком, она четко становится сюда. Вот я ее одеваю. И затем такую здоровенную шайбу, которая подходит по диаметру вот этого вот конуса, для того, чтобы оно назад не отходило. Это одеваю сюда, это одеваю сюда, вот так, и застопорил. Все, уже этот механизм у нас не уходит. Все, у нас будет с 1 по 3 скорости будет свободный ход. На планетарке SRAM точно так же. Снимаем стопорное колечко, снимаем такую же шайбочку. Но здесь проще. Здесь можно оставить вот эту вот пружину родную, и она будет сверху прижиматься вот этим вот рычагом. Все, никуда уходить ничего не будет. Все будет нормально, постоянно пружина будет давить и придавливать этот механизм собачками. Но, когда вы будете крутить педали назад, будет вот слышно, как натягивается пружина. Там 2 оборота можно сделать, на 3-й оборот уже слышно, как натягивается пружина. Для этого я взял вот такую вот шайбочку, просверлил отверстие диаметром 11 мм. Подточил ее, подогнал, чтобы вот это вот расстояние было. И одел стопорное колечко. Все, у нас этот механизм стоит на месте, никуда не уходит. В общем, такое видео. Попробуйте, кто хочет. Если есть вибрейки на велосипеде стоят, то ножной тормоз, как говорится, вами не надо. Из подручных средств, без применения токарных работ, сделать вот это вот такое с планетаркой. И будете ездить, будет у вас свободный ход педалей. И будут включаться все скорости. Ну, в общем так, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Дмитрий Алексеевич, еще раз вам привет. Надеюсь, что-то понятное из этого вышло. Как смог объяснить, так и объяснил. Все, всем до свидания.